Представь, что ты просыпаешься утром, открываешь телефон, а у тебя есть еще один источник дохода. Не зарплата с работы, не случайный подработок, а полноценная вторая профессия, которая приносит деньги, даже если основная занятость остается прежней. И вот в чем главная идея. Чтобы получить вторую профессию сегодня, не нужно возвращаться в университет или тратить годы на обучение. Достаточно 30 дней. Да, всего 1 месяца. Не для того, чтобы стать гением в новой сфере, а чтобы начать зарабатывать базовые деньги и развивать новую линию доходов. Сразу скажу важный момент. Вторая профессия – это не хобби. Это не то, что ты делаешь, когда настроение появится. Это навык, который должен приносить реальные деньги, и цель этого видео – показать тебе, как правильно выбрать такую профессию, как освоить ее за 30 дней и как получить первые заказы, даже если у тебя нет никакого опыта. Теперь давай начнем с главного вопроса. Зачем вообще нужна вторая профессия? Все хотят больше зарабатывать, но мало кто понимает, что основной доход – это всегда риск. Работа может надоесть, исчезнуть, стать нестабильной. Компания может закрыться. И если человек зависим только от одной зарплаты, он живет с одним источником рисков. Второй навык – это подушка безопасности. Это возможность увеличить доход. Это шаг к свободе. И что самое важное – это тренд. Мир меняется, и выигрывают те, кто умеет быстро адаптироваться. Теперь идем дальше. Какую профессию выбрать? Тут есть простая формула. Вторая профессия должна отвечать 4 критериям. Первый – быстрый вход. Это значит, что ты можешь освоить базу за 30 дней, а не за 3 года. Второй – высокий спрос. Если нет спроса, не будет заработка. Третий – дистанционная работа, чтобы ты мог совмещать с основной занятостью. Четвертый – реальная монетизация. Ты должен иметь возможность брать заказы сразу после обучения. И вот несколько направлений, которые идеально подходят под эту формулу. Дизайн. Простой графический дизайн, монтаж простых роликов, создание превью, баннеров, оформление для соцсетей. Это не профессия, где нужно быть художником. Это ремесло, которое можно выучить за месяц и сразу продавать на фрилансе. Копирайтинг и написание сценариев. Людям нужны тексты. Каналы, компании, блогеры, бренды каждый день заказывают статьи, посты, описания, сценарии, рекламные тексты. Монтаж коротких видео. Рилсы и тиктоки сегодня самый популярный формат контента. Монтажеры шортов востребованы как никогда, а вход в профессию самый простой. Создание цифровых продуктов. Шаблоны, гайды, дизайн-паки, пресеты. Все это можно делать и продавать без затрат. Работа с нейросетями. Генерация изображений, текстов, автоматизация, огромный рынок, который растет каждый месяц. Но это было только направление. Теперь самое важное – как уложить обучение в 30 дней. Тут действует принцип правильного месяца. Первая неделя – основа. Ты выбираешь профессию, изучаешь самую простую теорию и сразу переходишь к практике. Теория без практики – это иллюзия. Если это дизайн, ты должен открыть программу и начать делать первые работы. Если это тексты – писать. Если это монтаж – открыть софт и собрать первые ролики. Главная задача недели – перестать быть нулем. Вторая неделя – создание мини-портфолио. Это не должны быть проекты для клиентов, ты можешь придумать их сам. Делаешь 5-7 примеров работ, которые показывают, что ты умеешь делать базовые задачи. Одну превью, один баннер, один ролик, один текст, один сценарий. Все. Этого достаточно, чтобы выглядеть как живой специалист. Третья неделя – первые деньги. Ты идешь на фриланс-площадки, в тематические чаты, в телеграм-каналы, пишешь блогерам, малому бизнесу, авторам, начинаешь искать первые заказы. Не бояться – это ключ. Ты не должен ждать идеального момента, полного мастерства или уверенности. Опыт приходит только через работу с реальными людьми. Четвертая неделя – масштабирование. У тебя уже есть несколько работ, пара выполненных заказов, уверенность в руках и понимание, что ты можешь зарабатывать.
Теперь нужно увеличить стоимость, улучшить качество и брать больше заказов. Параллельно начинаешь улучшать свой навык, смотреть разборы, учиться на практике. И вот теперь самый интересный вопрос. Сколько можно заработать на второй профессии? Отвечаю честно. Это зависит от тебя. Но реальный диапазон для новичка– это сумма, эквивалентная 50 до $200 в первый месяц. Через 3 месяца эта цифра может вырасти до 500 тысяч. Через полгода до 1500–2000. И это при том, что это всего лишь вторая профессия, не основная работа. Теперь давай поговорим о том, как найти клиентов, если ты новичок и у тебя нет отзывов. Есть несколько проверенных стратегий. Первая– низкий порог входа. Ты можешь взять пару проектов по минимальной цене, чтобы получить отзывы и опыт. Вторая – работа на скорость. Клиенты любят быстроту. Выполни работу за один день, и ты уже выделишься среди других новичков. Третья – сверхкоммуникация. Пиши понятно, показывай промежуточный результат, уточняй детали. Четвертое – личный бренд. Начни выкладывать работы в соцсети, в Telegram, в портфолио. Люди должны видеть, что ты живой и активный. И еще один важный момент. Не совершай ошибку большинства, которые пытаются учиться годами, но так и не начинают. Все, что тебе нужно, это 30 дней и дисциплина. За месяц ты можешь освоить любой из этих навыков на уровне, достаточном, чтобы начинать зарабатывать. Теперь давай поговорим про ограничения. Можно ли выгореть? Да. Можно ли сомневаться? Пожалуйста. Но если ты хочешь повысить доход, получить свободу и создать себе финансовую подушку, это самый простой путь. Умение иметь вторую профессию – это новая норма. И те, кто начинают сегодня, через год будут на другом уровне. И напоследок обещанное. Одна вещь, которую большинство людей не понимают. Самый главный навык второй профессии – не монтаж, не дизайн, не тексты и даже не программирование. Это умение превращать знания в деньги. Не просто учиться, а зарабатывать на том, что ты умеешь. И если ты освоишь это мышление, у тебя никогда не будет одного источника дохода. Если хочешь больше видео о заработке, новых профессиях, криптовалютах, инвестициях и цифровых навыках, подписывайся на канал, ставь лайк и включай колокольчик. И обязательно заходи в телеграм-канал по ссылке в описании. Там каждый день выходят полезные материалы, новости и разборы, которые помогут тебе прокачать себя еще быстрее.